Друзья, привет-привет! Это Ирина Грачева, и сегодня я в замечательном настроении. Мы находимся в порте Тринité-сюр-Мер, и находимся здесь неспроста. Я очень рада наконец-то анонсировать свой новый проект Мини-Трансат 2021. Для своего проекта Мини-Трансат 2021 я выбрала совсем другую лодку по сравнению с прошлым разом. Теперь я буду выступать на прото. Ура! Моя лодка одна из самых легких лодок флота, но при этом достаточно прочная и прошла уже 5 мини-трансатов. И я готова познакомить вас с ней. Пошли? Тринité-сюр-Мер станет моей базой на ближайшие 2 года. Здесь сформирована тренировочная группа Пол-Мини Тринité, и мы будем все вместе набираться новых знаний, получать новый опыт, делиться им друг с другом и готовиться к гонкам и к самой главной гонке для каждого из нас — мини-трансат, которая состоится уже ни много ни мало чуть меньше, чем через 1,5 года. Ну, предвкушение, и вот она наша красавица, а точнее сказать красавец, потому что во Франции, во французском языке лодка — это он, бато. И, собственно, эта лодка — это, конечно же, мальчик. Зовут его Канопус, номер 800. Мини-трансат – это одиночная гонка через Атлантический океан на очень маленьких яхтах длиной всего 6,5 метров. Гонка проходит раз в 2 года вот уже больше 40 лет. И все больше и больше количество участников выходит на старт. Участники из самых разных стран. Из России было всего 3 участника. Юра Фирсов в 2015 году, Федор Дружинин в 2019 году. Я участвовала в 2019 году, но сломала мачту. И проектом Мини-Трансат 2021 я хочу взять своеобразный реванш и пройти эту гонку до самого финиша. Мини-Трансат проходит в 2 этапа. Стартует во Франции. В 2021 году это будет город Сабль-d'Олонь. Имеет промежуточный финиш на Канарских островах, Тенерифе. И пересекает Атлантику уже без остановки на Карибы. В этот раз будет Гваделупа. Традиционно старт дается осенью, в конце сентября, начале октября. Финиш планируется примерно в конце ноября. В течение всей гонки каждый шкипер находится на своей яхте совершенно один. Нам запрещена любая связь с землей, запрещена любая помощь со стороны, запрещены любые карт-плоттеры. То есть на борт яхты мы берем с собой все необходимое спасательное оборудование, минимум электроники, которая позволяет нам определить свое место, очень хороший автопилот и те знания и навыки, которые мы успели получить в своей жизни и которые мы успели получить за 1,5-2 года подготовки проекта. В классе мини есть официальный календарь на каждый год, который включает в себя несколько квалификационных гонок. В итоге каждый шкипер должен набрать определенное количество квалификационных миль, чтобы быть допущенным к главному старту Мини-Трансат. Официальный календарь класса мини на 2020 год наконец-то утвержден, и мы готовимся выйти на старт уже 4 августа и провести зрелищный зажигательный сезон. Все в предвкушении. Кроме того, что мини-трансат и вся подготовка к нему – это замечательная школа океанских гонок для нас, для гонщиков, это еще и настоящая спортивная арена для вас, зрителей. Во время каждой гонки класса вы сможете наблюдать за нами с помощью специального спутникового трекера Yellow Brick.
Лодка сделана полностью из карбона. Она одна из самых легких лодок в классе, но при этом очень-очень прочная. Предыдущий владелец Ирван говорил мне, что у лодки есть еще большой потенциал, который он не смог реализовать, потому что просто в какой-то момент ему было страшно форсировать еще. Длина лодки, как и каждая лодка в классе мини, 6,5 метров, ширина максимальная 3 метра. И что же есть у нас из прототиповских прибамбасов? Ну, соответственно, киль с достаточно большой бульбой, киль качающийся. Осадка у лодки 2 метра с таким килем. У нас есть шверты. Вот здесь вот шверт выходит из днища. У нас есть карбоновая мачта. Эта мачта не поворотная, но с настраиваемым штагом. То есть можно менять угол завала мачты в зависимости от погодных условий и от того эффекта, который мы хотим добиться. Такелаж мачты сделан из PBO. Все сделано таким образом, чтобы лодка была как можно легче, при этом достаточно надежный. И очень длинный бушприт. Это самый длинный бушприт во всем флоте, длиннее, чем у новых Скоу. Тоже карбоновый. И, конечно же, поворотный. На лодке нету перемещаемого водяного балласта. Это достаточно простой, но очень надежный прототип. И один из самых быстрых. За всю свою историю с 2011 года, года постройки, лодка участвовала во всех мини-трансатах и во всех гонках класса мини показывала отличные результаты, все время входя в топ. У Canopus очень хороший послужной список. Вся история гонок записана на сайте класс мини, где вы можете найти лодку по номеру 800. Во время своего первого трансата в 2011 году лодка вместе с Антуаном заняла 3-е место. В 2013 году новый владелец лодки Гвиньоль не смог финишировать в мини-трансате. Но в течение всего сезона он показывал лидирующую позицию, занимал в основном первые места. В 2015 году вместе с новым владельцем Фредериком Дени лодка победила в мини-трансате. Кстати, 2015 это был как раз тот год, когда в мини-трансат участвовал наш россиянин Юрий Фирсов. Трансат 2017 года также не стал для лодки удачным. Вместе с новым владельцем Ирваном Лемине, который сейчас передает мне лодку, она налетела на плавающий объект рулем, ей вырвало руль вместе с куском транса. Ирван был вынужден сойти и 4 суток идти в сторону Африки, где в итоге он зашел в порт Дакара. И, конечно же, Ирван не мог на этом успокоиться и взял для себя еще 2 года участия в официальном календаре и новый трансат. Его результаты за 2 года были впечатляющими. Несмотря на то, что появилось достаточно много новых протиков, он по-прежнему занимал места на подиуме и финишировал в мини-трансат в 2019 году на 5-м месте. Создание нового проекта «Мини-Трансат 2021» стало возможным благодаря моим спонсорам и благодаря всем тем людям, которые поддерживали меня на протяжении предыдущих 2 лет, которые поддерживали меня в самые трудные моменты и которые будут внимательно следить, я надеюсь, за моим новым проектом, за моими новыми успехами, поражениями, падениями и взлетами. В общем, всем тем, что будет происходить здесь, во Франции, во время подготовки. На данный момент нас уже поддерживают компания PAF Yachting Foundation, компания Nord Consulting, где я работаю, компания Ford Ventrigata, компания Mastervolt и компания Truheading. Планы на ближайшие 1,5 года у нас амбициозные, и нам реально будет нужна ваша поддержка. В этот раз проект будет еще более спортивным, еще более сильным и нацеленным на результат. И, конечно же, мы приглашаем спонсоров, финансовых спонсоров. Welcome в наш проект «Мини-Трансат 2021», Ирина Грачева Рейсинг, Canopus 800. Мы вас ждем. С вашими предложениями и пожеланиями обращайтесь, пожалуйста, напрямую ко мне.
по электронной почте irinagрачева@gmail.com. Совсем скоро я расскажу вам еще больше о своей лодке, покажу ее внутри, покажу ее под парусами. Мы выйдем на первые тренировки, выйдем на первые гонки. В общем, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наши каналы, Facebook, Instagram, потому что там бывает информация, которую просто невозможно разместить в YouTube. И, конечно же, ждите от нас новых яхтенных видео и рассказы о том, как же здесь все происходит и как здесь здорово.